конце. Свобода, праздник, греза. Стану ли я здесь своим? Запомнит ли искушенная публика мое лицо и трудное на чужой слух имя? В России, если до 30 ты уже сыграл свою биографию, себя самого под собственным именем, приоткрыл кулисы экрана, это слава. Удачная находка Александра Ханжонкова, отца русской кинопромышленности, молодой актер вошел в кино легко и беспечно, шагнув со сцены Введенского народного дома с теми, кто не побоялся запятнать свою репутацию игрой в киношке. С 1911 года Мажухин пробовал себя во всех экранных видах и жанрах. Первая научно-популярная лента на вечную для Руси тему «Пьянство и его последствия». Кстати, и дебют Старевича, мультипликатора. «Братья-разбойники» первого русского кинорежиссера Василия Гончарова. «Снохач» режиссер Иванов Гай. Ее героический подвиг Евгения Бауэра. «Горе Сары» режиссера Аркатова. «Домик в Коломне» Петра Чердынина. Мажухин входит на равных в плеяду первых русских киноактеров. В калейдоскопе масок одна, рокового красавца, салонного героя, прочно пристала к актеру. От мажухинских глаз со слезой млела публика и ярилась критика. «Слава нам, смерть врагам» — отклик на Первую мировую Евгения Бауэра. Его перехватывает у Ханжонкова энергичный Иосиф Ермольев. Мажухин становится звездой раньше, чем крупным актером. Таким его сделает Яков Протазанов. Режиссер сдернул сладкую маску и явил зрителю лицо трагика в «Пиковой даме». В смутную, порубежную пору на исходе русского дореволюционного кино Мажухин играет у Протазанова две роли, которые отражают социальные и психологические контрасты этого времени. Сатана ликующий и отец Сергий, антихрист и праведник, силы зла и силы добра. Добро побеждает не по сюжету, а по глубине и художественному смыслу сыгранных им героев. Толстовский отец Сергий, вершина режиссерского и актерского искусства Протазанова и Мажухина, оказалась рассчитанной на долгую жизнь. Это единственная возрастная роль актера,
от юноши до древнего старца. И рядом, на экране и в жизни, другая звезда – Наталья Лисенко. Фильм «Кулисы экрана» как бы канонизировал образ звездной пары. Я демобилизовался, но почти все театры были закрыты из-за политических событий. Я же, конечно, снова надеялся сниматься. И тут мне повезло. Меня пригласил Протазанов, собиравший труппу для гастролей в Крыму. Крым тогда лишь робко подражал примеру Москвы и Петрограда, и жизнь там была еще возможна. Мы обосновались в Ялте, куда следом за Ханжонковым и Ермольевым перебралось, кажется, все русское кинопроизводство. Тогда думалось, что надолго. Дом Ханжонкова, студия Ермольева. Во время съемок экранизации Руслана и Людмилы мой герой должен был в какой-то момент бежать по крышам. Непременные при натурных съемках зеваки, не заметив присутствия кинокамер и, может быть, даже не зная существования кино, тут же нашли естественное объяснение бегству. С криками «Ловите шпиона!» толпа бросилась за мной. Меня схватили, принялись бить и даже поволокли уже к дереву, чтобы повесить. Но тут Протазанову удалось урезонить толпу. Этот случай, на первый взгляд забавный, показал мне, что Ялта уже подхватила лихорадку, овладевшую Россией. Большевизм свирепствовал. По-прежнему ли мы здесь в безопасности? Как сложатся отношения с новыми хозяевами? Мы не стали ждать, какие ответы нам продиктуют события, и решили бежать. Приготовление и переживания заняли всего несколько дней. Предъявитель всего Мажухин Иван Ильич, 30 лет, выезжает за границу. Во свидетельство всего и для свободного проезда дан паспорт севастопольским градоначальником с приложением печати в городе Севастополе. Число 21 января, год 20. Наконец нам удалось погрузиться на борт парохода, готового к отплытию в Константинополь. У нас не было багажа, а небольшой золотой запас поместился в каблуках башмаков. После голодного Крыма Константинополь поразил изобилием. Кажется, мы ели круглые сутки. Протазанов и Ермольев пытались остановить это пиршество плоти, взывая к вечным истинам священного писания: «Ты будешь добывать хлеб свой в поте лица своего». Дух восторжествовал, и мы взялись за работу, начиная фильм «Страшное приключение», который мы сможем закончить во Франции, ибо мы все договорились любой ценой обосноваться в Париже. 3 недели подряд мы работали, а потом Марсель. Марсель, трепещущий от света и шума, опьяненный свободой и весельем. Съемки продолжались. Мы поселились в гостинице старого порта. Из окна в романтической дымке детства виден замок Ив, суровая обитель графа Монте-Кристо. Вообще все чуть-чуть нереально. Из записных книжек Мажухина
27 июня 2020 года. Я, Има Жухин, даю слово, что в течение года сего числа я не буду пить ни вина, ни водки, ни коньяка, ничего содержащего алкоголь, ни пива, ни аперитивов, ничего содержащего алкоголь. У меня есть отец, и я его жизнью клянусь в том, что здесь написано. Когда я приехал во Францию, я был уверен в себе, в большом актере. Я пошел смотреть французский фильм. Это был «Карнавал истин» Марселя Лербье. Я понял, что все мои знания и теории ничего не стоят. В России кино сковано театром. Здесь оно свободно. Я решил переучиваться. Русская манера игры больше не действительна. И затем в Париже другая публика. Ей нужно нравиться. Первый парижский адрес. Улица Грез, 31. Благодаря находчивости Ермольева и доверию наших соотечественников, уже обитавших в Париже, мы за 2 недели оформили общество по производству фильмов и арендовали студию в Монтрeuil. Монтрeuil вместе с соседним Винсеном – колыбель французской кинопромышленности. Здесь в конце века начинал свое кино Жорж Мельес, здесь незадолго до нашего пришествия работал Шарль Патэ. Своим первым французским фильмом я считаю «Дитя карнавала». В 22-м хозяевами в Монтрeuil становится Александр Каменко и Ной Блох. Их студия, названная «Альбатрос», была самым трудолюбивым ульем парижского пригорода. Все, кто приехал из России в нужде, после разных драматических приключений или несчастий, наверняка могли найти у нас работу. Так что какое-то время бывший адмирал служил у нас электриком, экс-адвокат реквизитором, а настоящий князь управляющим. Режиссеры Волков и Туржанский, Жан Эпштейн и Марсель Лербье, актеры Наталья Лисенко и Николай Колин, Шарль Ванель и Андре Брабан, и еще множество имен осветили мне чудные годы в Монтрeuil. Жители Кан – счастливые люди и станут еще счастливее, если смогут видеть Ивана Мажухина в Доме тайн. На Лазурном берегу я снимался в картине «Дом тайн» у Александра Волкова, и мне пришлось с температурой 39 спускаться на веревке 40 с лишним метров длиной на дно оврага, проделав это несколько раз подряд. После чего я слег с брюшным тифом. Из парк-отеля скорая домчала меня в клинику Сен-Антуан, и 2 недели я находился, как говорят, у черты, складывая в горячке строки. Я слышал шепот за спиной: «Убей! Ведь оборотень он, и часто скользкой коброй шуршит средь спящих голубей. Когда же он человек, умеет целоваться ядом, и в этом образе подобен древнему царю. Он весь в проказе, говорят, и чист одним лишь взглядом». Я слышу это все и тихо говорю: пусть кто-нибудь приблизится ко мне, пока я без движения, и не боится ни клыков, ни черных моих жал. Я покажу ему тончайшее Христа преображение и неприступность гордую хрустальных скал. Cher monsieur, à ce jour et en toute sincérité, je tiens à vous exprimer mes félicitations pour votre belle réussite du Brasier ardent. Encore mal remis d'une longue maladie, j'ai tenu à voir... Марсель Лербье, Мажухин. Сегодня же искренне хочу поздравить вас, дорогой, с прекраснейшей удачей, «Костер пылающий». Я смотрел 2 раза ваш фильм, который так щедро отдает обещанное вами в предыдущих лентах. Ваш Лербье.
Жан Ренуар вспоминает. Однажды в кинотеатре «Колизей» я увидел костер пылающий, поставленный и сыгранный Мажухиным. Зал кричал и свистел, шокированный этим так отличающимся от обычной киножвачки зрелищем. Я был восхищен. Я решил бросить занятия керамикой и попробовать себя в кинематографе. На съемках картины «Проходящие тени» мы с актрисой Андре Брабан мчались вдвоем на лошади и свалились. Я отделался легкими ушибами, а моя бедная партнерша только чудом не осталась калекой. Записка от Андре Брабан. Минус, любимый, надо быть осторожными завтра, если мы снимаемся. Не шалите. Крепко любите вашего Пушка. Думайте о нас. 1000 поцелуев. Пушок. Минус, pour vous, je crois qu'il vaut mieux ne pas venir, car il est arrivé ce matin. Минус, я думаю, вам лучше не заходить, ибо он приехал сегодня утром. Он уедет завтра. Или приходите с господином Каменкой. Пушок. Нет ничего больнее и неприятнее смотреть себя на экране. Самая незаметная для публики душевная ложь, замаскированная техникой, сейчас же заметна и долго мучит меня. Le 14 janvier 1924. Cher monsieur, nos premiers essais sont Абель Ганс excellents. Мажухину. 14 января 24 года. Первые пробы великолепны. Le 1er avril 1924. Cher monsieur et ami, 1 je vous remercie апреля. de bien vouloir me donner Дорогой une друг, option valable. буду весьма признателен, если до 15 мая дадите мне определенный Ce qui ответ. vous engage à tenir le Согласны rôle de ли вы на Bonaparte роль Бонапарта и Наполеона superfilm в том гигантском фильме, над которым я работаю? Fontainebleau, le 31 août 1924. Фонтенбло, 31 августа. 7 Рю де Зо, Париж, 16. Неужели вас умер художник? Как вы не чувствуете, что никогда больше вам не представится подобной великолепной возможности остаться в веках? Неужели мелкие чувства постепенно погасили вас тот особый огонь, который, как мне казалось, в вас горел? Черновик письма Мажухина Абелю Гансу. Дорогой мсье Ганс, я еще раз заявляю вам, что я только по одной причине не мог прийти с вами к полному соглашению. И эта причина – несовпадение наших материальных условий. Дорогой мсье Ганс, я еще раз приношу вам свою благодарность от лица русского актера, которому самый первый кинематографист своей страны давал возможность выступить в роли мирового героя. Я с горечью и волнением расстаюсь с этой мечтой. La femme, à vrai dire, n'est faite que pour souffrir par les hommes. На перекрестке бульваров Монпарнас и Распай, Куполь, Ротонда, Дом, Клазери де Лила. В какой-то мере эти кафе дарили такое же кратковременное бессмертие, как столбцы газетной хроники, пишет Хемингуэй, хроникер парижских безумных 20-х. Только что сыграв Кин или Гений беспутства, Мажухин – символ успеха среди населяющей Монпарнас пестрой интернациональной толпы, без разбора именуемой богемой. Блистательный, сероглазый, обожаемый Европой, удачливый, легко побеждающий на сцене и в жизни, покоритель сердец и мужских, и женских. Его огромные заработки позволяли ему все. Он как бы не замечал денег. Он любил компании и платил за всех. Деньги лились, как вода, вспоминает Александр Вертинский. Вино, женщины, друзья – это было главное, что его интересовало. Потом книги. К остальному он был равнодушен. Он никого не любил. Jockey Club, samedi soir, 2 heures. Monsieur Monkin, je croyais bien vous voir ce soir avec votre ami metteur en scène. Enfin,
Жокей-клуб, суббота, вечер, 2 часа. Господин мой Кин, я была уверена, что увижу вас сегодня вечером с вашим другом-режиссером. Ладно, я привыкла ждать вас каждый вечер уже почти месяц. Хотите с точностью до дня? Я только что совершила кражу. В комнате хозяев Жокея много ваших снимков на стене. Я взяла нож и вырезала ваше лицо с выражением мученическим и энергичным. Я люблю тебя, гадина, злюка. Музыка поет в Жокея, а мое сердце там плачет. Но надо смеяться. В Жокее люди не поймут, что Кики влюблена. Кики – муза Монпарнаса и его легенда. Париж 20-х – это глаза Кики, губы Кики, тело Кики. Ее писали, лепили, фотографировали, снимали в кино. Крестьянку из Бургундии любил весь разноязыкий Монпарнас, дав ей свой титул – Кики де Монпарнас, словно это была ее пожизненная вотчина. Куполь, клуб «Жокей», отель «Истрия» на улице Кампань-Премьер. Здесь обитали многие интеллектуалы, чьи имена засверкали в те годы дерзких открытий в искусстве и литературе. Ман Рей, Цара, Кислинг, Сати, Рильке, Арагон, Триоле, Маяковский и Кики, отдельной строкой в памяти Парижа. Воскресенье вечером. Мой любимый Кин, могу ли я так называть тебя? Мы так быстро расстались сегодня. Надеюсь, у мадам Натали не так болят глаза, как вы мне сказали сегодня утром. Знаешь, любимый, я не забыла эту прекрасную ночь любви. Похоже на сон. Дорогой друг, я только что смотрела «Проходящие тени». Вы меня заставили смеяться. Смеяться, как если бы это был Чарли Чаплин. И только в финале я уронила слезу. Вы купаетесь в славе, вам отпущены все радости жизни. А вы можете оставить немножко счастья там, где прошли. Кин, моя самая большая любовь. Jeudi. Ma douce folie, méchant, infidèle. Tous les soirs, je prends l'appareil du téléphone pour vous parler. Mais je raccroche parce que je ne saurais quoi vous dire. Мое тихое безумие, Кин. Злой, неверный. Каждый вечер я хватаюсь за трубку, чтобы вам позвонить, и бросаю ее, не знаю, что сказать. От волнения я лишилась голоса. Я боюсь мешать вам и боюсь услышать ваш властный, резкий голос. Господин мой Кин. Я забываю цвет твоих глаз. Не пачкай пальцы ручкой, не пиши мне. Злой безумец Кин. Кики. Кики начала писать пейзажи и портреты. Выставки ее полотен стали сенсацией, потом перенеслись за океаны в Германию. В 28 она уже опубликовала мемуары. Через год они вышли на английском, хотя Хемингуэй ее уверял переводить Кики «Преступление». Кики подарила свои мемуары Эйзенштейну и нарисовала его портрет. Приди, Кин, Ваня. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Кики. Король, я остаюсь твоей непокорной рабыней. Самый значительный французский фильм сегодня – «Лев Моголов» режиссера Жана Эпштейна. В главных ролях Иван Мажухин и Наталья Лисенко. Звездная пара русского кино, теперь звезды кино французского. Альбатрос процветает, нас навещает Шаляпин. Русская школа кино признана во Франции, и умный Каменко приглашает французских режиссеров, определяющих кино 20-х. Жана Эпштейна, Рене Клера, Жака Фейдера, Марселя Лербье. Из воспоминаний Марселя Лербье. Он понравился мне до такой степени, что меня больше не покидала мысль поставить фильм, где был бы не один,
а по крайней мере 2 Мажухина. Помог Луиджи Пиранделло, его роман «Покойный Матиас Паскаль». Мажухин здесь оказался несравненным. Когда публика увидела его на экране, она не могла не уловить его сходство сразу с 2 актерами – Чарли Чаплином и Джоном Барримором. Но речь все время шла только об одном Иване – гении с 2 лицами. Я играл с известным театральным актером Мишелем Симоном. Наш фильм стал его дебютом в кино. Из писем Евгении Никитиной. Милый, спасибо за письмо. Хочу знать, как вы живете, пьянствуете, флиртуете и работаете. Вспоминаю о вас. Напрасно шпилька была. Целую и жду интересного длинного письма. Ванечка, милый, не могла вам вчера послать письма, не с кем было. Мне рассказывали о вашем поведении. Недурно. Ай, как вам не стыдно так кутить. Оттого-то вы и захворали. Дусик мой. Иванчик, родной, целую еще и еще, Женя. Новые увлечения. Ивет Лоран. Не ту. De loin comme de près, tu es toujours présent à ton Yvette. Далеко ли, близко? Ты всегда со мной, Ивет. Mamie, tu n'as pas l'air de trouver drôle que je sois à ton cou. Видно, тебе не весело, что я у тебя на шее? Не ту. C'est drôle, Странно, Mamie, ce que маме, je мое trouve чувство toi. к тебе. C'est très doux, Это charmant, мило, et en même temps, прелестно и cela fait un peu одновременно mal. немножко больно. Je crois que Я верю, mon что от amour твоей me rend любви я plus jolie. похорошела. Ce soir, Сегодня j'ai encore вечером un у меня dîner. званый Je vais ужин. être plus jolie pour Я que хочу tu быть penses самой que красивой, madame чтобы se думали, trouve как très мадам bien, Мажухина que l'on ait хороша. envie de te prendre И en захотелось украсть у тебя жену. Посылаю вам карточку Шуры, Иван Ильич. Может быть, она вам напомнит многое, что когда-то вы его ласкали и как будто бы любили. И вот теперь он ждет от вас помощи. Он кончает школу. Если продолжать учиться, нужно на что-нибудь жить. Мой заработок ничтожный. Жить стает все труднее. Мы даже не имеем с ним отдельной комнаты, но об этом и мечтать нельзя. Я прошу только для Шуры. Может быть, сын вам когда-нибудь и пригодится. Я тоже когда-то считала себя независимой и обеспеченной на всю жизнь. Каждое письмо к вам стоит мне безумных мучений и слез. Хотя вы и не отвечаете, но у меня теплится надежда, что вид Шурика тронет вас, и вы пришлете хотя сколько-нибудь, чтобы купить ему что-нибудь из одежды, и для него это будет громадная радость. Ольга Телегина-Броницкая, Москва, Каланчевская площадь, дом 2, квартира 7. Я убежден, что был рожден для театра. Не знаю, откуда это могло взяться у сына провинциального помещика. Я осознал свое призвание лишь когда попал в Москву. Именно в Москве я познакомился с театром и забросил свои толстые учебники по юриспруденции. К летним каникулам я уже подписал ангажемент, который обещал мне 15 рублей в месяц. Мажухин играет на сцене Введенского народного дома в Москве, а летом продолжает классический путь начинающего русского актера, кочующего по городам и весям. Участники маленькой антрепризы Петра Заречного. Его настоящая фамилия Телегин. Летний сезон в Черкасах. Мажухину 19 лет. Рядом Ольга Телегина, по сцене Броницкая. У нее на руках их сын Шурик. Свидетели кочевой театральной жизни, неувядающие лепестки почтовых открыток. Мне хочется, Лёля, тебя увидеть. Я соскучился. А ты приедешь на первой неделе поста? Ведь ты сделаешь это для меня. Что поделывает Шурка? Часто ли надоедает по ночам? Ты его поцелуешь за меня? Пиши в Кундаль. Целую. Твой Ваня. За светлые минуты, за редкие ласки спасибо тебе, Оля. Ты моя гордость.
Ты первая и последняя женщина, которой так властно, так остро развелось мое чувство. Ты первая жалела меня, не оттолкнула меня. Не поминай лихом. Не знаю, что тому причиной, но в 26-м году я вдруг получил из России официальное предложение блестящего ангажемента в Москве. Я отказался, хотя мне дали понять, что это может привести к исчезновению моих фильмов с русского экрана. К счастью, ничего подобного не свершилось. В ту пору, разлучившись с дорогим мне Альбатросом, я снимался у режиссера Тружанского в экранизации фантастического романа Жюль Верна «Михаил Строгов». Сыграть заглавную роль царского курьера мне показалось заманчивым. Хотя действие романа развертывается в России, он там практически неизвестен, но весьма популярен во Франции. Съемки же происходили в Латвии. Там однажды я чуть было не попал в страну Советов, не имея на то ни малейшего намерения. Веревка, держащая плот, где снимался эпизод фильма, лопнула, и поток понес тяжелую махину к русскому берегу. Встреча с красными пограничниками могла иметь непредсказуемые последствия. Все русские бросились в воду и поплыли к латышскому берегу. Газеты перевели Михаила Строгова на язык цифр. $200 тысяч – такова сумма, полученная за американский прокат Мишеля Строгова. Одной Америкой почти оправдались расходы по производству картины. Мистер Карл Лемле, главный директор Universal фильма, подписал с Мажухиным контракт на 5 лет, $7 тысяч в месяц и ежегодная прибавка в размере $1200 ежемесячно. Так что на 5-й год контракта Мажухин будет получать уже 11 800. Пока что на 5 лет. Я очень долго вел переговоры, предусматривая каждую деталь своего будущего положения. Доллары так доллары, ничего не поделаешь. Лемле, Universal City, Калифорния. Я счастлив. Теперь я вошел в семью Universal. Искренне, Иван Мажухин. Но до отъезда еще Казанова под режиссерством Волкова я должен сыграть очень хорошо, во что бы то ни стало. Чтобы меня здесь, в Европе, не поминали лихом, да и там, в Америке, встретили ласково. Поэтому я очень волнуюсь, не верю в себя. Будто первый раз становлюсь перед объективом. И если что меня успокаивает, то это моя вера в талант и чуткость Волкова. И снова Ивет Лоран. Август 26-го. Déjà 8 jours que tu es parti et pas de lettres. Уже неделю, как ты уехал, и нет писем. Не очень-то мило с твоей стороны, любимый. Я хандрю. Что ты делаешь в солнечной Италии? Думаю, ты счастлив и не слишком мне изменяешь. Нежно. Ивет. Журнал «Кинотворчество». Репортаж из Венеции. Владельцы кино воспользовались пребыванием И.И. Мажухина в Венеции, чтобы возобновить некоторые из его картин. Несмотря на удушливо жаркую погоду, сборы были битковые, и публика, днем дравшаяся за место на набережной, чтобы посмотреть на живого Мажухина и прокричать ему «Эвива Казанова», ночью устраивала ему овации в театрах и, уже расходясь в ночной тиши, дружно кричала «Эвива Мажухин». Из писем и телеграмм Марии Корда. Wenn Sie lieben mich, wie haben mir geschrieben, dann wie können Sie... Если вы любите меня, как писали, то как же вы можете оставлять меня в неведении целую неделю? Покидая Европу, хочу сказать, я твоя, Мария. Van Мажукин, Saint-Cru, Léon Cognier, Paris, Берлин, 28 октября 26 года. Муж не разрешает мне ехать в Америку через Париж. Это ужасно. Надеюсь, что все-таки буду в Париже через 2 дня. Целую. Люблю вас. Мария. 19. November 1926. Нью-Йорк, 19 ноября 26 года. War mein Mann bei einem Advokat, welches sein alter Freund ist, und hat
ihm erzählt, dass wir uns hier in New York, bevor wir nach Hollywood fahren, scheiden lassen wollen. Мой любимый Иван. Мой муж побывал у адвоката, нашего старого друга, и сообщил ему, что мы здесь, в Нью-Йорке, до отъезда в Голливуд хотим развестись. Я вам уже об этом рассказывала. Адвокат считает, что для моей, а также и для его карьеры, крайне нежелательно, чтобы наше первое появление начиналось сразу с развода. Он говорит, журналисты жаждут сенсации и все равно узнают эту историю. Поэтому мы должны быть осторожны. За строками этих писем и телеграмм персонажи истории кино. Муж – венгерский продюсер и режиссер Александр Корда, создатель студии «Корвин Фильм». Оказавшись не ко двору при режиме диктатора Хорти, он был арестован, вызволен из-под стражи красавицей женой и эмигрировал вместе с ней в Вену, потом в Берлин. Теперь долгожданное приглашение в Голливуд. Мария должна была стать звездой, Александр в ту пору славен более всего как режиссер Марии Корда. Развод все-таки свершился в 30-м году. Покинув Голливуд, Александр основал студию «Лондон Филмс», где поставил, среди прочего, едва ли не самые известные английские ленты «Частная жизнь Генриха VIII», «Леди Гамильтон», дал новую жизнь истории багдадского вора и обрел мировую славу. 3 дня назад гуляла по Бродвею одна, и вдруг вижу, Иван Москин, Михаил Строгов представляет Карл Лемле. Мой дорогой Иван, несмотря на множество неприятностей, я все-таки счастлива, что вы тоже приезжаете в Голливуд. Я буду вас иногда видеть и слышать о ваших работах. Думаю о вас с величайшей любовью и все-таки мечтаю увидеть хотя бы на миг. Мария. На память от Ивет Лоран. À mon petit Ivan chéri, ta petite femme. Моему любимому маленькому Ивану. En Amérique, Ване. les femmes sont si jolies. Твоя женушка N'oublie pas la Ивет. tienne. В Америке, Ивет. где женщина так красивая, помни о своей. Ивет. 4 декабря 26 года. Ресторан «Гранд Эрмитаж Московит». Прощальный ужин в честь Ивана Мазжухина по случаю его отъезда в Америку. Вина. Водка «Зубровка», Напариуле, Сент-Эмильон, шампанское «Мум». Закуска «Раздолье», борщ московский, бульон «Казанова», рыбное филе «Мазжухин», фазаны и индейка, зажаренные под Юпитерами, салат «Строгов», персик «Тушка Ванечка», на сладкое «Кин». Мне грустно отрываться от французского кино. Я обязан ему не только контрактами, но и теми отношениями, которые возникают из понимания, уважения, любви друг к другу. За 5 дней в Нью-Йорке я не успел привыкнуть ни к небоскребам, ни к движению, ни к ночным электрическим рекламам. Мимо гигантской рекламы Мишель Строгов я проходил несколько раз, и имя, составленное из громадных светящихся букв Иван Москин, меня не волновало, так как я видел его первый раз в своей жизни. Не гордиться ангажементом в Америку не может ни один кинематографический артист. Конечно, моя индивидуальность будет принята во внимание режиссером фирмы, равно как и мне придется обамериканить мою индивидуальность киноартиста. Я не только знаю, но и предчувствую те безграничные возможности, которые открывает Америка. Меня захватывает американщина. Я преклоняюсь перед Шарло, перед Чарли Чаплином. Кинематограф можно довести до классической строгости в его молчании, как классически строга скульптура в отсутствии красок. Говорить на экране – это все равно, что разрисовать красками мраморные изваяния. Это также безвкусно, грубо, безграмотно. Из воспоминаний Робера Флоре. На его вилле в Лэнгвуде
шли беспрерывные празднества. Каждый вечер артист давал большой званый обед, столы ломились от явств, способных насытить не одну дюжину казаков. Ваш покорный слуга на днях начинает картину, которая называется «Леолеон» и играет блестящего молодого русского князя. Моя партнерша Мэри Филбин, режиссер Эдвард Сломан. Кисло-сладкая мелодрама, повествующая о любви князя к дочери раввина галицийского городка близ русской границы, в окончательном варианте была названа «Капитуляция». Из воспоминаний Робера Флорей. Внезапно Мажухин исчез без следа. Он оставил в Калифорнии много друзей и груду разбитых женских сердец. Опись моего имущества. 15 костюмов, 2 фрачных тройки, 2 смокинга тройки, 8 пальто, 3 накидки, 7 шляп, 1 цилиндр, 1 шапокляк, 3 каскет, 2 ящика в красной спальне рекламного материала, 1 копыто с подковой, 1 коробка с фишками для карточной игры. Голливуд мистеру Джону Москину, Ивану Мажухину. Отцовское письмо вернулось в Россию, в село Кондаль. Здесь, в сентябре 1889 года, в большой зажиточной семье Иван родился. Здесь осталась ранняя могила матери. Отсюда шлет письма отец Илья Иванович сыновьям, Ивану и старшему Александру, оперному певцу, давно живущему во Франции. От Кондаля 60 верст до Пензы, откуда отец послал Ивана в Москву на факультет права в надежде, что сын вернется звездой адвокатуры. Из того морозного, пензенского, гимназического далека, радостно населенного друзьями, с ним в бюваре с серебряной крышкой всегда странствуют их фотографии. То немногое, что он взял с собой, покидая Россию. Из воспоминаний Владимира Стрижевского. Вскоре после голливудской картины я получила радиограмму с океана. Приезжаю в Беренгарии. Если можешь, встречай в Гамбурге. Мажухин. В Берлин мы вернулись вместе. После короткого пребывания в Голливуде я заключил контракт с немецкой фирмой, где буду сниматься в серии картин, отличающихся от того, что я ранее делал в России и во Франции. Новая глава моей жизни начинается. В павильонах студии Уфа в это время снимали его соотечественники Александр Волков, с которым более всего связан кинематограф Мажухина, Стрижевский, Александр Каменко и Ной Блох. Памятуя о французской славе актера, они хотят подтвердить ее на немецкой почве. Из писем датской актрисы Агнес Петерсон. Они. Tu m'appelles ta femme. Donc, tu veux que je suis ta femme? Ты называешь меня Ta женой. frère, Alexandre, est ici à Значит, ты Nice. хочешь, чтобы я Il осталась chante твоей demain женой? à l'Opéra Твой брат Montréal. Александр здесь, в Ницце. Bonne nuit. Он завтра Mon поет petit в опере Ivan. Монте-Карло. Agnes, Спокойной ночи, мой Ани. маленький Иван. Агнес, Ани. В дирекцию Гринбаум фильм 13 августа 28-го. Я внезапно принял решение сделать операцию с лицом. Я принимаю на себя все последствия, связанные с перерасходами, касающимися премьеры фильма «Адъютант царя», которую назначили на 27 число сего месяца. Агнес Петерсон, 21 августа 28-го. mon petit grande, comment vas-tu?
Tout va bien? Est-ce que tu sens pas Мой большой малыш, как поживаешь? Все в порядке? Ты уже без бинта? Ванечка, мой маленький жених, мой муж, невыносимо без тебя долго. 7 сентября 28-го. Дорогой, хороший, любимый мой родной Ваня, я прямо приступаю к тебе с просьбой на черный хлеб. После уничтоженного градом всего посева и еще от дождей, не только зерно, но и корма попорченные, за исключением которых придется лишиться лошади или коровы. У меня сердце замирает, когда ты получишь это письмо после присланных тобой больших денег. Поверь, дорогой, ушли на покупку хлеба, на уплату, на аренду земли. И теперь ни хлеба, ни оттопки. Мы уже забыли, как едят мясо, и часто бываем без каши. Мне кажется, поверить этому трудно, но поверь мне, папа. 13 июля 30-го, Берлин, Бранденбургерштрассе, 47, Ивану Алисе Мажухиным. Без вашей помощи жить не можем, помогите. Пишем, целуем. Пенза, Кладбищенская, 1, папа. После «Адъютанта царя» еще одна вариация на русскую тему. «Белый дьявол» по Хаджи Мурату Толстого. Ставка делается на Мажухина звезду. Агнес Петерсон. Viens ici à Paris. Il y a une grande chance ici d'être complètement heureuse ensemble. Et il y a une très grande chance pour toi de travail. Приезжай. Здесь, в Париже, мы можем быть счастливы вместе. У тебя здесь большой шанс для работы. Все говорят здесь о тебе как о чуде. Ты же прекрасно знаешь, что Париж тебя никогда не забудет. Через 35 часов я увижу мой единственный любовь и муж, Ани. Я всегда с тобой. Я тебя люблю, как жизнь. Ани. Не сердитесь на меня и простите, прошу вас. Ne m'oubliez pas et excusez-moi, je vous prie. Я понимаю, как грубо и неуместно вел себя. Je comprends toute mon violence et opportunité à votre égard. Мне стыдно. C'est une honte pour moi. Я остался один. Je suis resté seul. Умоляю, скажите мне прямо, вернуть ли ваши письма и кольцо? Je vous supplie, dites-moi vite et franchement, voulez-vous que je vous envoie vos lettres et votre bague? Я не знаю, что делать и куда бежать. Je ne sais que faire et où fuir. Из одной записной книжки в другую Мажухин переносит афоризмы Оскара Уайлда. «Полюби самого себя» – вот роман, который продлится всю жизнь. Из воспоминаний Стрижевского. Покорив германского зрителя, Мажухин возвращается во Францию. Но немой уже заговорил. Мажухин обладал многими талантами, но таланта к языкам у него не было. У меня зародилась мысль о сценарии, где Мажухин в роли легионера мог бы говорить по-русски и по ходу действия на глазах у зрителя постепенно осваиваться с чужим языком. Так появился сержант Икс. Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, Madame Tchernova. Vous comprenez pas le français? Non. Madame sortie, en ville, promener. Ah, Madame Tchernova нет дома. Oui. Да. S'il vous plaît, j'ai pour Madame Tchernova... Quoi écrire, vous? Lettre pour elle? Oui, oui, lettre. Lettre pour Madame Tchernova, j'ai. Bon, eh bien... Votre nom? Renaud, mon capitaine. Renaud?
ne comprends pas français. Russe, mon capitaine. Oh, tu ne vas pas te mettre à pleurer en arrivant, hein? Oh, viens voir notre maison comme elle est jolie, viens. Юра. Ну иди скорее, иди. Ну, Юрочка, угадай, что я тебе принес. Tu veux bien que je te fasse un cadeau? Regarde. Mais prends. На новом витке кинематографа Мажухин пытается вернуть славу, эксплуатируя успех своих лучших картин 20-х. Он повторяет «Дитя карнавала». Как это часто случается, без былого триумфа. Партнершей Мажухина на первых ролях и в кино, и в жизни, как в 20-е Наталья Лисенко, теперь становится Таня Федор, французская актриса, русская по происхождению. Мы осенние листья, нас всех бурь сорвало, нас все гонят и гонят. Другу, брату и врагу. Шутливые подарки Александра Вертинского. Книга любовной поэтической классики, фотографии. Кто укажет нам путь? Ни звук, ни цвет, никакие новшества экрана 30-х не возвели ни «Дитя карнавала», ни любовные приключения Казановы к высотам первых постановок. Дело почтового ведомства против Ивана Мажухина. Буду вам очень благодарен, если вы мне срочно пришлете в расчет этого дела сумму в 483 франка 20. Иван, брату Александру. 24 апреля 35-го. Дорогие Саша и Клео, были всякие путешествия и житейские волнения, вот почему не давала себе знать. Таня очень хочет, чтобы мы провели вместе встречу Пасхи в церкви, потом у нее. Ждем вас к 8 вечера к ней, 51 Рю Ренуар,
Скромно, постно пообедаем, и после заутренней разговеемся. Целуем. Ваня и Таня. 20 мая 35-го. Мне очень хочется, чтобы Клео и ты не отчаивались. Положение теперь везде неважное. Вот, например, Таня работает в студио, а деньги получить еще не может. Все очень скоро образуется и у меня, а значит, и вам будет легче. Крепко вас целуем. Таня, Иван. 5 сентября 35-го. Дорогой Саша, мне ужасно больно тебе сообщать эту неприятную вещь. У меня сейчас нет ни копейки, а Таня за свои съемки получит только послезавтра. Я буду еще стараться достать, но боюсь, что трудно. Сейчас ужасное время. Фильм «1002 ночь». В главных ролях Иван Мажухин, Гастон Мадо, Таня Федор. С 1002 добрыми воспоминаниями и всеми дружескими чувствами Гастон Мадо. Париж, 6 января 36-го. Дело Шелиньи. Месье, я вам писал 23 декабря прошлого года, требую от вас сумму 12 780 франков, за которую вы состоите должником месье Шелиньи. Пари-Суар, 22 марта 36 года. События. Грета Гарбо и Фредерик Марч в Анне Карениной. Почему Чапаев не сходит с афиши кино «Пантеон» 15 недель? Великий русский артист Иван Мажухин собирается снимать французский звуковой фильм. Мой сюжет заимствован у двух великих русских писателей. Он происходит от цыган Пушкина и отца Сергия Толстого и будет носить название «Олеко». Париж, 23 июня 1936 года. Вы должны сумму 6600 франков, в обеспечение которой была сделана опись 24 июня 1934 года судебным приставом Жерарден. Прошу вас недельный срок, иначе описанные у вас вещи будут назначены в продажу. А если каких-либо из этих вещей на лицо не окажется, то я вынужден буду возбудить против вас уголовное преследование перед прокурором республики. Je, sous-signé Oscar Dansiger, déclare engagé en qualité d'artiste pour une durée d'1 mois, Monsieur Ivan 23 июля 1936. Я, ниже подписавшийся, Оскар Данцижер, управляющий Мегафильм, приглашаю в качестве актера для съемок в Ницце на срок 3 месяца господина Ивана Мажухина, по национальности русский беженец. Зарплата 20 000 франков в месяц. Фильм режиссера Жака де Барансели называется «Ничего», странным для французов, безнадежно печальным русским словом. Весь политез по отношению к великому Мажухину соблюден. Его имя идет сразу после титров, хотя роль второго плана. Актер крупно переписывает ее русскими буквами, чтобы избежать ошибок произношения. Les armes? Tu comptes les charger sur ton dos pour les livrer? Je n'ai rien à côté. Le nom du bateau est changé? Parfait. Appareillage de main, c'est un ordre. Et les armes? Tu comptes les porter sur ton dos pour les livrer? Écoutez... Il n'y a rien à écouter. Le nom du bateau est changé? Oui. Parfait. Appareillage de main. C'est un ordre. Entendu. Но, увы, эту роль пришлось передать другому актеру, оставив Мажухину эпизодическую, почти без слов. Le terre! Le terre! Tout est prêt? Oui. Allez vite. Allez, dépêche-toi. Париж – его дом и его бездомность. Он часто меняет отели и холостяцкие квартиры, знаменитые мажухинские гарсоньерки, так и не осев нигде надолго. Мы проходим по адресам Мажухина.
по серпантину его карнавала. Номера округов как бы отмечают изменения его гонораров, когда он должен удаляться от тихих и респектабельных улиц в районы не столь престижные. Из афоризмов Оскара Уайлда. Ничто так не старит человека, как счастье. Наслаждение – это единственное, ради чего надо жить. И Мажухин следует этим заповедям. В удостоверении личности обозначается новая дата рождения – 1893 год. Кстати, удостоверение специальное, для русских, и перестает действовать в случае, если его владелец решит посетить Советский Союз. Иван Мажухин давно уже не живет в отеле «Наполеон» близ Триумфальной арки. Теперь его адрес Сюда Москву, улица Москвы, но продолжает получать почту, заходя в бар отеля «Наполеон». Господин С. Блох просит вас быть любезным, вернуть ему сумму в 300 франков, которую он вам одолжил год назад. Л. Белова. Что стало со звездами немого? Иван Мажухин, экс-дон Жуан немого кино, на лечении в санатории. Его успех пошел на убыль с приходом говорящего. Карнавал в Ницце. Ритуальное сожжение короля карнавала. С 1939 года уже без Мажухина. 17 января в клинике Сен-Пьер парижского предместья Неи Иван Ильич умер от туберкулеза. По-русски – скоротечной чехотки, болезни российской тоски. Он будто бы снова сыграл своего Кина, самого-самого в череде созданных им героев. Документы, на которых основан фильм, свидетельства его славы и его бесславия, открывают нам подлинную жизнь Ивана Ильича, представленную им самим. Они были с Мажухиным всегда, а теперь хранятся в Москве, в Российском государственном архиве литературы и искусства. Их перевезла сюда из Парижа вдова его брата, Клеопатра Андреевна, Клео. Ольга Телегина-Броницкая. Их уже 30-летний сын Александр, Шурик. Снимки помечены 1939 годом. Больше в Москву не придут от Ивана Ильича Мажухина ни письма, ни посылки, ни денежные переводы. Семейные реликвии станут частью истории, и потому мы приводим их в фильме. Говорят, таланты рождаются в провинции, а умирают в Париже. Там, в Париже, в мэрии Неи, осталось свидетельство о кончине Ивана Мажухина, артиста кино, родившегося в Пензе, Россия, 26 сентября
1893 года. И еще запись в книге «Кладбище в Пюто», что Иван Мажухин перенесен в 1948 году на русское кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. В России, в селе Кондель, уже давно существует музей Мажухина. Посетителей здесь обычно немного, но открыт он всегда, хранимый женщиной со столь нередкой на Руси фамилией Иванова.